Это Иван Жданов и очередная сводка новостей войны. Сегодня 5 апреля и 41-й день войны. Российская армия стягивает силы к Изюму. Страны ЕС высылают российских дипломатов, а США поставят Украине новые беспилотники. Также продолжается расследование зверств в Буче и других оккупированных украинских городах. А самые активные бои проходят в Мариуполе. У нас есть новые кадры с воздуха. Вот так теперь выглядит город. Несмотря на полное окружение, посмотрите на карту. Оставшиеся части ВСУ сражаются до последнего. Российские войска и части ДНР уже заняли центр города. Вчера появилось сообщение о сдаче в плен 267 украинских солдат морской пехоты. Есть видео. Пленные идут. Пишут, что они сдались после того, как закончились боеприпасы. По всем прогнозам, Мариуполь должен был сдаться, но сопротивление продолжается. Это буквально Брестская крепость нашего времени. Тем временем оставшиеся российские войска покидают весь север Украины, включая Сумскую и Черниговскую область. Пока не ясно, будут ли российские части стоять на границе или займут какие-то рубежи в самой Украине. CIT показывает первые свидетельства того, как Россия перебрасывает войска на восток Украины. Вот фото БМД десантников. Кроме того, из глубины страны российская армия подтягивает резервы. Военный эшелон с артиллерийскими установками сняли в Екатеринбурге. Пожалуй, единственное, в чем российская сухопутная армия превосходит ВСУ, это именно артиллерия. Тяжелые самоходные установки и реактивные системы залпового огня. Видимо, план состоит как раз в том, чтобы подавить сопротивление с помощью массированных артобстрелов. Важные события разворачиваются на границах Харьковской и Донецкой областей. Здесь российские части смогли занять Изюм и теперь налаживают переправы через реку Северский Донецк. Донецк, конечно же. Отсюда путинская армия как раз планирует наступать на Славянск и Краматорск. Мэр Краматорска сообщил, что ночью бомбили железную дорогу, по которой снабжается город. Другой важный узел обороны ВСУ – рубежная Северодонецк-Лисичанск. Тут российская армия наступает с двух направлений. Кроме того, идут бои за Попасную, чтобы выйти дальше и замкнуть кольцо. Но все атаки отбиваются, российские части не могут продвинуться вперед. Согласно отчету британской разведки, выведенные из-под Киева и Чернигова войска нуждаются в значительных пополнениях и переоснащении. Так что сразу вступить в бой эти части не смогут. Вероятнее всего, активные действия в Донецкой области начнутся во второй половине апреля, уже после падения Мариуполя вероятного. Российская артиллерия, предположительно реактивные системы залпового огня, нанесли удар по Николаеву. Глава администрации Ким рассказал об 11 погибших, и еще 61 человек получил ранения. Не сумев взять город, российская армия делает то же самое, что с Харьковом и с Киевом. Безжалостно, подло обстреливает мирных жителей. Продолжается расследование преступлений в Буче. И, конечно же, российские власти подняли невероятный вой о том, что все это провокация и постановка. Ребят, весь мир следит. Десятки разных журналистов из разных стран находятся прямо на месте.
Да если бы там было хоть что-то, хоть какой-то шанс, что это фальсификация, они бы все это обнародовали. Но никакие факты не мешают, например, Володину заявлять следующее. Ситуация в Буче — провокация с целью дискредитации России. Как по разнарядке в иностранных СМИ были опубликованы одинаковые заголовки и фотографии. Джо Байден сразу призвал к новым санкциям. Ему синхронно вторил Борис Джонсон, сидевший где-то на базе НАТО. Зеленский был срочно привезен в Бучу. А вот расскажите Володину, что это называется реакция на трагедию. Понятно же, что СМИ будут реагировать немедленно, как и политики. Они молчать, что ли, должны. Это не российские СМИ, которые давно подавлены. Тем более, тот же Байден довольно осторожно заявил, что пока Пентагон получил только то, что есть в общем доступе. Те фото и видео, которые были выложены, которые мы видим с вами. И они проводят собственное расследование. А всем идиотам и негодяям, которые говорят, что все произошедшее в Буче — это постановка и фальсификация, хочется показать это фото. Спутниковый снимок от 19 марта. На дороге явно видны погибшие. Именно на этих местах их нашли украинцы, когда вернулись в город. Есть еще снимки, свидетельства очевидцев, много других доказательств. Все они ложатся в общую канву. Невероятно страшную картину произошедшего, отрицать которую могут только идиоты, преступники, какие-то совсем отмороженные злодеи. И спикер Госдумы Володин, он относится к ним, он военный преступник тоже, как и Медведев, который теперь каждый день выступает с идиотско-нацистскими речами. Хочу упомянуть также к этому всему, что мы стали свидетелем какого-то, вот как гитлеровская Германия, когда она сжигала в печах людей, только теперь это происходит в современное время, и все могут снять это на камеру, все это могут показать. Это какая-то невероятная, чудовищная вещь, которую каждый день я пытаюсь осознать и не могу это принять. Небольшие хорошие новости тоже есть. В Чернигов прибыл груз гуманитарной помощи, например. Генераторы, лекарства, расходники, оборудование для больниц. Все это доставили по дороге из Киева. И есть надежда, что теперь местные жители все это получат, необходимое. Ведь из этого и состоит война, из каких-то таких вещей, что нужно кому-то лекарства, кому-то нужны бинты, кому-то нужны средства ночного видения, кому-то нужны патроны. Это простые человеческие истории. Вот мы с вами записываем эти новости, разговариваем в новостях, рисуем стрелки, показываем карты. А за этим огромное количество, реально миллионы каких-то человеческих трагедий. Это нужно постоянно помнить и не забывать. Франция и Германия высылают российских дипломатов, 35 и 40 человек соответственно. Литва выслала российского посла из страны, при этом одновременно вернула своего посла в Киев. Кроме того, страны Балтии прямо сейчас обсуждают полное закрытие границ с Россией. Все это, конечно, реакция, опять же, на резню в Буче. Анонсируются новые санкции. В первую очередь, конечно, говорят об импорте нефти и газа, а также запрет российским судам использовать европейские порты. США приостановили выплату по российским облигациям на сумму более 600 миллионов долларов. Речь о деньгах, которые заблокированы как резервы РФ в американских банках. По сути, Министерство финансов США заставляет Россию тратить валюту из резервов внутри России или признавать дефолт. Да, жесткие санкции сейчас, мне кажется, очевидно всему миру, что они нужны. Но что еще нужнее, и донести бы эту позицию до Запада, до западных ушей, что Украине сейчас нужно новое оружие. США анонсировали, например, поставку тяжелых беспилотников «Камикадзе» Switchblade 600. Ранее я уже говорил в новостях, что они запланировали поставки легких Switchblade 300. А версия 600 — это беспилотники уже с боевой частью от Джавелина. То есть можете себе представить такой дрон, который может успешно уничтожать танки и другую тяжелую технику просто с воздуха. Как Байрактар. Из Чехии в Украину отправляют старые, но тем не менее еще годные советские Т-72 и броневые машины пехоты 1. Вот предположительно фото состава с техникой. Это устаревшие боевые машины еще ранних модификаций.
У них нет современной электроники, например, прицелов, нет динамической защиты. Все равно пригодятся. Но боеспособность таких танков и БМП достаточно низкая. И прямо сейчас украинским войскам нужна современная тяжелая техника. Страны НАТО должны прислать танки, самоходные артиллерийские установки, реактивную артиллерию. Только с помощью тяжелой техники можно будет остановить то наступление, которое Путин и Шойгу готовят в Донецкой области. Мир просто сейчас разделился на черное и белое. И не видеть это может только реально недалекий человек. Мы продолжим рассказывать вам о новостях войны и честно показывать то, что происходит в Украине. Обязательно поставьте лайк. Это важно для того, чтобы распространить и увеличить рейтинг этого видео. Подпишитесь на канал. Не забывайте включить вечерний эфир в 19 часов. А я напоследок вам покажу видео, снятое в Гостомеле. Этот город тоже был, по сути, оккупирован российской армией. Колеса поснимала. Thank you.